Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет такая распаковка, обновление, так как мы блогеры, так как мы для вас снимаем и ценим своего зрителя. Соответственно, нам смотрим за качеством видео и за качеством звука. Покажу, что мы приобрели. Нам только-только приехало и уже не терпится распаковать, чтобы начинать потом пользоваться. Заодно сделаем сравнение этих двух продуктов. Один продукт вот такой и второй продукт вот такой. Две вот таких больших коробки. У них находятся камеры для съемок. Начнем с первой камеры, которую я больше, оно все будем пользоваться все вместе, но в то же время мне вот смотрите какая GoPro. Новая, здоровая, коробка огромная. Это GoPro 13. Сразу расскажу, почему у нас вот в таких черных коробках, без вот таких красивых бумажных коробочек, которых в магазинах продается, по одной простой причине, что они вчера прилетели со Штатов. Мы их купили там, потому что здесь это намного-намного дороже в Аргентине. И так как в самолет можно взять определенное количество вещей, определенные есть свои грузы и есть свои размеры, мы сказали, пускай коробки повыкидывают, все распакуют так, чтобы оно занимало меньше места. Соответственно, приехали сами камеры, а не их рекламные коробочки. И вот такая коробка. Тоже сразу не узнаешь, что за коробка, что тут лежит. Смотрите, потому что это не оригинальная коробка. Коробку мы купили отдельно и попросили для того, чтобы если куда ехать, путешествовать и с собой вести камеры, чтобы там ничего не побилось. В этой коробке лежит вот такая штука. DJI Osmo 3. У меня до этого была GoPro 8, и сразу буду рассказывать, в чем я вижу отличие GoPro 13 от GoPro 8. Конечно, я всякие бирочки с нее уже поснимал, потому что камеру я ночью заряжал, но оставил еще пока так, как она запакована, приезжает. Единственное, что поснимал всякие из нее эти. Вот GoPro 13, смотрите какая. Красивая камера, по размеру больше, чем чем GoPro 8, который я до сих пор вам снимал все видео. Не намножко, но больше, мощнее, шире. И второе, у нее есть такой вот тут радиатор спереди. Говорят, что этот радиатор помогает против перегрева. Заодно мы это и испытаем. Батарейки, они на дольше хватают. И еще, что мне очень сильно понравилось, сразу честно вам скажу, очень сильно понравилось, это вот резьба. То есть ее можно на штатив прикреплять напрямую, прямо вот на резьбу, без переходников. Я уже вставил туда память 128 вчера. Крышечка эта снимается, ее можно пользовать. Если вам надо водонепроницаемость, значит мы оставляем с крышкой. Если вам не нужна водонепроницаемость, крышки заменяются или снимаются вообще. Батареи помощнее будут и уже не подходят от прошлых батареек, не будут подходить от других, типа 12, 10, 8. Почему? Потому что контакты совсем по-другому расположены. Уже здесь контакты сбоку, и говорят, они дольше служат. Еще такой прикол, который сразу в камере бросается в глаза, это то, что когда первый раз вы решаете ее включить, эту камеру, надо подсоединиться к интернету и обновиться. Без обновление не потянет, то есть не включится камера, пока вы ее не обновите. Я хочу показать, что лежит в коробке. Коробка это оригинальная, то есть вот она в ней лежала в такой коробке. Что меня не устраивает в этой коробке? Она из жесткого такого, чтобы не побилась камера, но кое-что не устраивает. Есть такие коробки, у которых есть такой поролон и отделы с поролонами. Туда удачно все можно уложить. В это же пришла с такими штуками. Вот видите, картонка. Такая картонка. И эти картонки, они много пустоты, занимают много места. Соответственно, после того, как достать все эти картонки, я так понимаю, надо будет повыбрасывать и оставить, и как-то укладывать здесь. Или надо будет впустую вот эту поролон какой-то прокладывать, или еще что-нибудь. Это мы решим, этот вопрос. То, что меня сильно порадовало в наборе, это вот этот вот тренога. Это меня очень сильно порадовало. Это тренога. У нас является, смотрите, у нее две ножки такие есть, то есть ее можно выставлять. Она такая тяжеленькая, эта тренога. Вот две ножки. Вот можно ее вот так вот устанавливать. Сразу то, что всегда я к камерам сам приделывал, теперь оказывается, вот видите, уже они тоже додумались, потому что я сам всегда приделывал такие штуки, но приделывал я их вот такого стиля, видите. Шнурочек вот такой, который одевается на руку.
особенно это хорошо для таких, как я, потому что рыбалки на лодке, ты держишь камеру, и не дай бог шатнулась лодка, еще что-то в движении где-то, и камера улетела в воду, если она не закреплена на руке. Это очень хорошая придумка, пользуйтесь, и это такая резинка очень хорошо удерживает на руке. Чем меня порадовала эта штука? Это дополнительная батарея, я даже не ожидал. То есть здесь заряд, очень хороший заряд, вот можно посмотреть, вот она заряжена, видите? Здесь классный заряд, который дополнительно подзаряжает вашу камеру постоянно. И здесь уже есть пульт управления. То есть раньше мы носились с такими пультами управления, ну кто пользовался, кто не пользовался, а здесь оно уже прямо в ручке. То есть вы когда подключили, прямо вот есть уже Bluetooth, пульт управления. Поменять съемку, вид съемки, то есть это видео, не видео, и запустить съемку, остановить, или это фотки, выбрать или что, вот здесь будет показывать, что вы выбрали. И есть еще дополнительный такой отсек, который открывается, такие лапки, которые тоже можно или что-нибудь GoPro прицепить переходничком, или ее куда-то прицепить можно, то есть еще как бы такой дополнительный переходник. Вот он, раз, закрылся. Тут же есть зарядка, так что автономность намного увеличилась. Что меня еще очень сильно радует на этой камере, то ее экранчик передний. На всех остальных моих GoPro-шках не было вот этого переднего экранчика, и я не мог себя видеть, что я там снимаю. Теперь же у нее есть экран. Куча всяких настроек, очень чувствительный сенсорный экран сзади, то есть буквально чувствительно только дотронулся и все. И тут всякие управления, которые мы разберем отдельно. Еще мой товарищ когда-то приобрел, я только в этом наборе имею, это свет для ночной съемки. Одуренный свет. Я вчера в темноте пробовал, очень сильный. У него несколько режимов, не буду направлять так. Но вот послабее будет, посильнее будет. Видите, освещает очень-очень сильно. Еще сильнее, то есть 3 режима такого света, который ставится сверху, и ты можешь снимать в темноте свои рыбалки. И даже какой-то вот такой вот режим есть мигающий. Этим я пользуюсь давно, и мне нравится очень-очень и очень. Это Media Mod. Media Mod это вот такой корпус, в который ты вставляешь камеру. И я лично пользуюсь очень сильно. Я снимаю эту крышку. И если это не на каяке, если это не в океан, если это с ней не падать в воду, то крышка эта снимается. Вставляем эту камеру. Закрываем. Это превосходно. А, кстати, мой товарищ когда-то не знал, я ему подсказал, и, может, многие тоже не обратили просто внимания. Кажется, вот смотрите, если прикручивать, да, камеру к этому, видите, как бы вот здесь все мешает. Но почему-то кажется естественно, но не все видят, что здесь есть такая загогулина и винт, который прикручивает камеру. Нужно брать и вставлять со стороны этой загогулины. Вот винт, которым мы будем пользоваться для закручивания, то вы вгоняете вот с этой стороны, и тогда вам не мешает вот закручивать. Что меня еще порадовало, это фильтр воздушный на внешние микрофоны. Камера получается с внешним фильтром. Теперь сверху она получается еще со светом. И еще, которое не было раньше у меня, но теперь вот я посмотрел, будет, это вот эта вот штука. Это такая магнитная, тоже крепление магнитное вот это сюда, для быстрого съема. То есть раз, все. Камера прикреплена. Нажали, камеру сняли. Для того, чтобы пользоваться подзарядкой с пауэрбанка, мы открываем, вот здесь есть резиновые заглушечки, мы открываем резиновую заглушечку, вставляем сюда, и все, у нас дополнительная зарядка подключена. Вот идет зарядка батареи, видите? Что еще есть из таких новых штучек, которых нету как бы в других камерах? Кроме качества, звука и всего. Это еще вот эта крышка. Вот эта крышка, если вы не пользуетесь медиа-модом, а пользуетесь просто камерой напрямую, без вот этого медиа-мода, соответственно, вы можете вот эту крышку, которая водонепроницаемая, поменять на вот эту крышку и через нее включить дополнительное питание. В эту крышку входит очень плотно, если вы заметили, вот здесь резина, то есть контакт проходит очень-очень таки плотно через вот этот силикон. Соответственно, во время дождя или еще чего-то сюда тоже вода не попадет. Сейчас хотел показать, что здесь в наборе присутствует. То есть тут присутствует дополнительный винт, тут присутствуют вот такие еще крепления такого стиля. Еще пока не придумал, куда я их буду крепить. Шнур для зарядки GoPro или для подключения к компьютеру. Переходнички еще какие-то.
Есть, ну, несколько переходничков, как правило, у тех, кто пользуется давно GoPro, у них этих переходников куча уже своеобразных есть. Ну и то, что я говорил, что, конечно, вот эти вот все бумажки, они занимают много мест, их надо будет выбрасывать и все это хозяйство складывать вот где-то сюда. Прямо, напрямую. Вот что-то такого стиля надо будет раскладывать эти камеры, подумать, как удобней. Еще наверняка здесь есть дополнительные какие-нибудь провода. Почему я так говорю, что, наверное, есть здесь дополнительные провода? По одной простой причине, что так как нам везли все отдельно, и было куча разных проводов, которые нам выгрузили, но это, наверное, от разных покупок, которые мы еще прикупили. Может быть, от другой камеры, может, какой-то провод от этой камеры или от наушников. Так, что я еще взял для этой камеры? То есть мы взяли для этой камеры. Вот такое зарядное устройство на 3 батареи. Но оно продается с 2 батареями. То есть вот уже 2 батареи есть, и третью ты можешь от камеры заряжать. Это чтобы были запасные батареи. Тоже на именно GoPro 13. И теперь у нас получается по батареям очень много. Сами батареи хорошо, ну как бы сохраняют время съемки. Плюс вот эта ручка. Вот наборчик можно будет дособирать. Плюс эта ручка, плюс всегда можно с собой взять какой-то повербанк. Следующий продукт, который мы купили отдельно, бокс. Вот такой. Он хорошо закрывается, он водонепроницаемый этот бокс, я имею в виду от дождя, от всего остального. Такой крепкий бокс с поролоном для хранения именно вот камеры Pocket 3. Вот эта камера. Мы еще с ней не работали, не знаем. То есть обзоры тоже посмотрели, но еще не пробовали, только начинаем ею пользоваться. Но камера нам понравилась. Вот и защитный чехол, что можно ее прямо в карман положить, такая камера. Достаем. Смотрите, какая красота. Понятно, бумажки я уже вчера обдирал. Красивенькая. Так, не знаю почему, где-то я, наверное, что-то не запомнил, но она снова просит, 3-й раз включаю, 3-й раз она у меня просит вот вставить язык и все сначала. То есть где-то она чего-то не запомнила, надо будет еще это все настроить. Но зато мы посмотрим, что здесь существуют всевозможные языки, в том числе и русский. Русский есть, отсканировать приложение, приложение я уже отсканировал. Проведите пальцем сюда, провели пальцем сюда. Все, вот мы уже в настройках этой камеры. Очень шикарная вещь. Единственное, разобраться теперь со всеми вот этими свайп вверх, свайп вниз, там стабилизации, настройки, освещение и все, здесь все вот. С этим всем надо, конечно, очень хорошо разобраться. Одним словом, ребята, вот такая новая камера, очень красивая камера, очень классная. Теперь этой камерой мы будем снимать тоже ходилки-бродилки по Буэнос-Айресу. Одним словом, взяли вот такую камеру, на улице мы попробуем поснимать, посмотреть ее качество, настройки, есть куча видео про настройки, то есть каждой настройки я не буду, я со стороны блогера. Чем удобно, насколько я понял, она удобнее GoPro тем, что, во-первых, у нее механические стабилизаторы. Это раз. У GoPro там цифровые стабилизаторы. Здесь механический, прямо вот трехосевой стабилизатор. Как у меня есть большой для телефона, это маленькая, в руке очень удобная, очень мобильная. Но, вот, допустим, на рыбалках пыль, поле, речка, как говорят, песок. Я бы побоялся снимать вот этой камерой там рыбалки. По одной простой причине, что всякая пыль и все может попасть в эти вот механические части. И, наверное, она для более таких городских условий, скажем так, для путешествий в машине, для городских условий это превосходно. Что в наборе с ней шло и что мы прикупили? В этой наборе она шла в обычной такой тоже картонной коробочке. Это мы покупали отдельно для укладки. Здесь для всяких переходничков, для всяких фильтров есть. В ней есть вот такой переходник. Это просто переходник без батареи, который к ней можно прикрепить вот таким образом. И так... Оно еще вот, надо, все не разработано. Вот, смотрите, какая красота. И тогда, получается, ее можно крепить на подставку. Подставка такая к ней шла, вот 3 ножка.
классная, соответственно, она вот за счет этого хорошо удлиняется, и уже можно установить ее куда-нибудь и поставить на стол и делать репортажи. Убираем этот переходничок. Теперь к ней шла прямо в наборе еще дополнительная батарея. То есть то же самое, но только это батарея. Видите, здесь есть энергия, соответственно, когда подключить, она будет намного больше давать времени. Но все-таки, так как это, ну, как бы есть одна дополнительная батарея, но я, бывает, снимаю очень долго или куда-то ты едешь, я решил, что не помешает еще одна дополнительная батарея, которую я приобрел еще вот такую длинную, здоровую батарею, мощную. Тут тоже, ну, вот, видите, есть уровень заряда, я ее целую ночь заряжал, эту батарею, соответственно, она тоже является переходником. И тоже является такой удлиненной ручкой, тяжеленькой. Вот если все. Видите, вот уже сразу показывает все, 100% заряженная камера пошла. Зарядка, то есть вот такая прямо палка получается здоровая. Ну, заодно, может, надо где-то выше на треноге поднять эту камеру. Тоже будет очень классно. И защитный чехольчик, чтобы ничего там все-таки ее не повредить. Вот так. Мы немножко обновились, но говорят, куда же камеры, это хорошо, но нужны еще микрофоны к камерам хорошим. Так, кстати, вот это надо поставить. Это я сначала тоже отдельно у меня тут валялось, но я так понял, это в наборчик. Смотрите, то же самое, только для вот этой камеры. Теперь надо установить, закрепить эту память. Память надо поменять, правильно. Вот. Она снимает вертикально, она снимает горизонтально. Сейчас мы прикрепим к ней шнурок такой же самый, чтобы можно было не потерять эту камеру случайно, чтобы она не упала, не разбилась, чтобы все было безопасно с этими камерами. Значит, вот есть у нее еще такая штука. Для того, чтобы снимать долго, вот приобрели 128. Специально сделано для 4К. Видите, вот память. Сейчас я буду менять, тут 64, но мы отдельно приобрели 128, которые установим сюда. То еще мы приобрели для наших таких съемок. Вот, у меня уже есть такие микрофоны, но нам надо так, чтобы были и у меня для стримов, потому что именно на стримах они вообще хорошо ведут, да и просто это очень качественные микрофоны. И надо, чтобы одни были у Светы постоянно. Значит, вот смотрите. Это микрофоны DJI тоже. Они же хорошо можно за их установить, подключить, присоединить. И для этой камеры, и даже в нее есть место, куда его вот можно устанавливать и таскать этот микрофон с собой. Он напрямую соединяется без этого приемника. Но если пользоваться телефонами, если пользоваться до GoPro, я предпочитаю с этим приемником. Соответственно, мы взяли отдельно еще набор вот таких микрофонов. Я их вот здесь буду выкладывать, которые идут вот такой. Это не как бы такой базовый набор этих микрофонов, потому что существуют более полные микрофоны, наподобие вот таких то же самое. Вот видите, но тут их больше, и тут еще зарядный кейс. Тут два и зарядный кейс. Одним я сейчас пользуюсь, а вот второй стоит. Но для того, чтобы только для телефона использовать, достаточно вот таких. В нем идет... В этом наборе идет вот приемник, микрофон, зарядный провод от зарядки такой, как телефонная, только на 2 выхода, чтобы одновременно и приемник, и телефон можно было подзаряжать. Зарядки хватает где-то около 6 часов, то есть их хватит автономной работы. Еще в этом наборчике здесь идет такая сумка, куда это укладывается. И еще в этом наборе что присутствует? Присутствует... Если вдруг вы хотите GoPro подключать или какой-то другой камере, где вот этот разъем, значит вот с приемника идет, ставите его вот как на Media Mod и вот подключаете этот микрофон для входа. Это идет в наборе с микрофоном. Если вам нужно подключать его к андроиду, вот этот переходничок вставляется. Кстати, меня просили говорить, как и куда что вставляется, как раз по этим микрофонам. Заодно человек, который просил, посмотрит. Вот вставляется сюда вот этот переходничок со стороны этой лапки. Вот. Раз.
и вставляется в Android этот приемничек. Тогда у вас получается звук проходит с этого микрофона на этот приемник и заходит в ваш телефон. Это как раз то, что я сейчас делаю на другом телефоне, который меня снимает. Там стоит именно вот такая конструкция. Подсказка для тех, кто хочет очень долго вести стримы с такими микрофонами. Когда вы вставляете в Android вот такой приемник, вы можете подключить зарядное устройство вот сюда. И одновременно будет постоянно заряжаться приемник. Через этот приемник постоянно будет заряжаться ваш телефон Android. И вы можете вести свои стримы до бесконечности. Сидеть хоть сутками. Лишь бы у вас еще вот этот подзаряжался. Так что, ребятки, это, так сказать, лайфхак. Здесь есть такой же самый переходник. Но он предназначен для этих айфонов. И есть меховый мех. Ветрозащита, которая вставляется прямо вот здесь сверху, вот в это отверстие, превосходно держится, не выпадает ничего. Здесь есть магнит, который я вам не рекомендую использовать. Он крепкий магнит, все, но я вам не рекомендую использовать его на рыбалках. Я один такой микрофон сразу же после покупки зацепил удочкой и был на магнитике на свитере, и он улетел в воду. Я потом так смотрю, в реке плывет такой красивый микрофон. Оказывается, это был мой. Мы пришли попробовать поснимать немножко ночной город. Видите, самолет летит, ну уже вообще темно-темно. И просто хотим сравнить приблизительно, как получится снимать на одну камеру и на другую, на Pocket и на GoPro. С крыши нашего дома. Там как раз уже после заката, солнца нет. Самолет виден, у тебя тоже красиво, да? Лучше. А даже да, лучше. Я же говорю, она лучше, вот особенно если это внизу, вообще, а ну направо так не знаете сами, на домике туда вниз. Так, ага, видишь насколько, смотри, качество. Вот мы так направили как бы на дом, и вот сразу там видно дома, а здесь, ну, черное пятно, да? Да, мы на 15 этаже. Да, то есть насколько вытаскивать, тут хоть видно, какие дома, там все. О, снимаю при слабом освещении. Так, это мы испытываем режим слабого освещения, прямо на камеру снимать. Ближе стань сюда к микрофону. Оно должно хорошо слышно быть. Тут микрофон повернутый в эту сторону. Так, пройдемся по территории парка и посмотрим, как будет у нас снимать одна камера и другая камера. Просто и одна, и вторая выставлены на 4К 50 Гц. И знаете, да, насчет, я вам буду пока другой расскажу, а вы посмотрите качество картинки. Знаете, почему 50 Гц в Аргентине надо выставлять? Потому что, не знаю, как в других частях, вот 60 кадров, 50 кадров. У нас в Аргентине, думаю, в других странах, во многих странах тоже надо выставлять 50 Гц. Или 25 кадров, или 50 кадров. Почему? На природе это никак не касается. Но раньше я на это не обращал внимания, всегда были плохие кадры. В каком вопросе, что если вдруг вы заходите в какой-то магазин, там есть освещение, там какие-то люминесцентные лампы, оно такое моргание, такое мерцание делает, что невозможно смотреть. Это вынос мозга, это какие-то стробоскоп получается. Соответственно, чтобы и с освещением было все окей, и ваши камеры не снимали так прямо стробоскоп, надо выставлять в Аргентине 25 или 50 кадров. Теперь поснимаю без каких-либо дополнительных микрофонов, просто на те микрофоны, которые есть на Osmo. И посмотрим, в чем будет прикол. А как будет шум ветра? Ну, наверное, задует все. Так как сейчас ветер, и хочу попробовать теперь без дополнительных микрофонов, а только Media Mod. Вот эти микрофоны с этой плюшкой защитной. Посмотрим, насколько будет шум ветра слышно. Такой ли прямо шум ветра будет или нет. И заодно попробую передний микрофон, задний микрофон шумом ветра. Это вот ветер прямо дует теперь в микрофон без этого самого, без DJI.
просто медиамод и GoPro. Сейчас еще раз сравним эти камеры. Обе снимают в режиме 4К 50 кадров. До обоих камер подключенный микрофон DJI Mic DOS, но есть фокус по одному микрофону к каждой камере, и оба они по Bluetooth, и к GoPro 3, и к этой самой. Я еще не научился хорошо следить за этими самолетами, но ничего, разберемся. В общем, микрофоны подключены, посмотрим, какой будет звук по Bluetooth, не проводками. И к одной камере, и ко второй камере. Надеюсь, что звуки будут хорошие. А теперь меня еще интересует изображение. Всем пока, подписываемся, а мы поехали монтировать видео. И до следующих репортажей из Аргентины.